Всем привет, это Dofa Trading, и сегодня мы с вами разберем данный индикатор официальный от TradingView, который они недавно добавили. Это Time Price Opportunity или TPO. Он выглядит очень интересно и состоит из самого TPO, и справа от него мы видим профиль объема. С профилем объема многие уже знакомы на канале, но наша задача сегодня разобрать именно TPO. Разобрать, какие настройки стоит использовать, как он формируется, как он считается, как правильно его настраивать, чтобы вы самостоятельно смогли уже использовать его в своей торговле и в своем анализе. Когда мы смотрим на сам TPO, видим много таких квадратиков, которые объединены в столбцы и в строки. В каждом из этих квадратов мы видим букву. И это не случайные буквы, они не в случайном порядке расположены, а имеют под собой, конечно же, смысловую нагрузку. Они здесь находятся не просто так. И как раз у вас появляется такая великолепная возможность, кто плохо знал английский или не знал его, повторить, потому что нам нужно понимать, в каком порядке друг за другом располагаются буквы. Первая буква — это буква A, да, или буква А. Буква А. Куплю-ка я атом по $6. Ну да, конечно. Чтобы потом он вырос куда-нибудь до небес. И каждая из этих букв, она выражает собой 30-минутный интервал. То есть первые 30 минут это буква A, вторые 30 минут это буква B, и третьи 30 минут это буква C. Таким образом, у нас уже получается диапазон в 1,5 часа. Да? Для того, чтобы наглядно понять все-таки, как это работает, я всегда на канале говорю, что если вы что-то не знаете, открывайте настройки и разбирайтесь в настройках. Пока вы там будете разбираться, у вас появятся ответы на все ваши вопросы. Значит, TPO, аргументы, период, 1 день. Что это значит? Это значит, что TPO рассчитывает информацию за 1 день. Block size. Block size 30 минут. Как раз это то, о чем мы и говорили. Если мы настраиваем на 30 минут, то буква A, она будет нести информацию как раз за 30 минут. Если мы поставим 1 час, то блоков станет меньше, их будет гораздо меньше. И A, он будет в себе нести информацию за 1 час. B это уже будет 2 часовой интервал, C это будет 3 часовой интервал. Но окей, хорошо, как это понять? Здесь и время, и оно все так вот сложено, как будто бы нам напоминает какие-то кластера. Да? Как понять это все? Мы можем здесь в настройках разбить эти блоки. Разбить блоки, и тогда нам становится очень понятно, как формируется этот Time Price Opportunity. Мы видим, что это внутри одного дня первые 30 минут буква A, потом мы, когда был второй 30-минутный интервал, вот такое вот расстояние проделали, и вот так вот цена изменялась. Это C, это D, и вот это все каждые 30 минут. То есть вот эти блоки, они отображают с течением времени, как изменяется цена. А профиль объема, он уже идет в дополнение к TPO. И показывает, сколько объема было в эту каждую единицу времени. Давайте обратно вернем наши блоки и будем детально уже тогда рассматривать все эти настройки. Значит, что мы тут видим? Row size, auto или вручную. Да? Мы можем либо автоматически считать вот эти вот строки, либо настраивать вручную и использовать количество тиков в каждой строке. Мы с вами знаем, что такое тики. Это тиковый график. Вы можете либо настраивать вручную, либо оставить вот автоматически. Value Area Percent. Что это такое? 70. Да? 70, то есть как и в профиле объема считается зона стоимости, точно так же у нас зона стоимости считается в TPO. 70%, где цена находилась вот основным временем является, и это называется зоной стоимости. То есть вот тут цена была дольше всего, здесь 70% блоков расположено. И как раз это наша зона стоимости между двумя вот этими вот пунктирными линиями. Это настройки в
вкладке «Аргументы». Теперь переходим в «Стиль». Что мы здесь видим? Мы видим градиент, мы можем менять цвет. Мы видим блоки, мы можем их включать, выключать. Мы видим буквы, точно так же их можем включать и выключать. Мы видим прозрачность opacity outside VA, да. Мы можем выключать, там, делать более прозрачные вот эти вот блоки, которые находятся за зоной стоимости. Это мы с вами уже разбирали, мы это смотрели. POC. Вот эта вот белая линия это POC. Здесь она подписана слева. Это та точка, где основное количество всех блоков было. А блоки у нас отражают цену, время, да, то есть получается основное время цена провела вот здесь. Это точка POC. А потом Poor High, Poor Low. Что это такое? Что такое? Кто это? Это бедный максимум или бедный минимум. Но конкретно в данном контексте это значит слабый. То есть мы, когда включаем здесь вот это значение, видим индикацию вот такой вот пунктирной линии. Что она нам обозначает? Это то место, где минимальное количество блоков было, да. Если в максимуме мы видим маленькое количество блоков, значит цена там находилась не длительный период времени, и в дальнейшем мы можем использовать это в трейдинге, в нашей стратегии. Если цена откатывается, то мы можем ждать того, что трейдеры вернут туда цену, чтобы протестировать этот ценовой диапазон. То есть мы можем включать и смотреть, что есть также и слабые минимумы. Они тоже нам подсвечиваются. Что еще здесь есть? Это single prints. Что это такое? Это одиночные принты, да? То есть то место, которое цена прошла за очень короткий промежуток времени. То есть вы видите A, B, C, то есть третий 30-минутный интервал, и цена очень резко дернулась вверх и прошла данную область. И точно так же эти уровни, они используются в трейдинге, потому что туда тоже цена старается вернуться. Например, вот здесь был резкий пролив рынка, мы очень быстро упали на маленьких объемах, и если мы отмечаем этот уровень визуально, то можем посмотреть, через некоторое время цена потом вернулась на данный уровень. Вот он оранжевый, я его выделил. Важно понимать, что выделяется только начальная область, да, вот этого вот single принта. То есть не будут все буквы P тут выделяться, а только где начинается вот этот вот single print, вот так вот выделяется именно начальная область. Вот это. Поэтому вся область, она находится вот здесь, но выделяется только первая буква в данной области. Вот таким образом тогда это будет выглядеть у нас на графике. И вы видите, что потом была очень высокая концентрация торгов, цена длительное время задерживалась в данной области. И только со второго раза мы эту область прошли. Возвращаемся снова к настройкам нашего индикатора. Смотрим, что здесь еще есть. Это наша зона стоимости, о которой мы говорили, да, в данном индикаторе. Здесь 70% всех основных блоков находится, то есть 70% времени цена провела здесь. И эта область, она выделяется пунктирной линией сверху и пунктирной линией снизу. С английского это Value Area High и Value Area Low. То есть верхняя граница зоны стоимости и нижняя граница зоны стоимости. TPO Midpoint. Что это такое? Это средняя линия в TPO. Есть формула, по которой она рассчитывается. Средняя линия, она не будет совпадать с точкой POC, потому что точка POC это другое. Это то, где, опять-таки повторюсь, максимальное количество блоков было, то есть где цена дольше всего провела, больше всего времени торговался актив. И что мы еще здесь видим? Открыть и цена закрытия. Мы видим, где открылся TPO. Вот мы видим открытие. Вот здесь стрелочка. И закрытие. Закрытие TPO. А также мы видим еще Initial Balance Range.
Что это такое? Initial Balance Range. Это именно та точка начального равновесия, и мы выделяем сюда количество блоков, которые попадают в эту начальную точку равновесия. Мы можем выбирать 2, 3, 4, 5. Тогда, если мы будем выбирать большее количество блоков, то будет выделяться вот этой белой линией, видите, большее количество блоков. Можно поставить единицу, и будет выделяться только буква A здесь. Мы разобрали с вами аргументы, мы разобрали с вами стиль. Что еще нужно важного здесь сказать обязательно, это то, что вы можете менять период и ставить его на неделю. Но очень важно понимать следующее. Если вы выделяете именно неделю в TPO, вы должны понимать, что нужно менять и размер блоков. Потому что в одном дне гораздо меньше 30-минутных интервалов, чем в неделе. И если вы будете выбирать период в неделю, а блок size оставлять 30 минут, тогда у вас TPO будет выглядеть вот так вот огромный. И здесь очень-очень много блоков будет. Поэтому вам нужно подбирать, чтобы более-менее адекватно это все отображалось. Если смотрите неделю, то можно чуть-чуть повышать все-таки размер блоков, чтобы TPO выглядел более-менее адекватно на графике. Вот, это уже читабельно, я считаю. Но, конечно, все зависит от вашей фантазии и от вашей торговой стратегии. Теперь давайте вернемся и обсудим профиль объема, потому что это единственное, что нам осталось обсудить из нашего индикатора. Не забудь подписаться на канал, здесь есть обучающие видео и много полезного контента. Мы возвращаемся и теперь смотрим на профиль объема. Настройки, профиль объема, что мы здесь видим? Мы можем убрать полностью профиль объема, либо его показать. Для меня конкретно важно в данном случае это все-таки включить значения, немножко снизить их яркость, чтобы тоже они нам не мешали на графике. Что это за значение? Это конкретный объем на каждом ценовом уровне, сколько монет, там, акций, инструмента было проторговано на ценовом уровне. Это значение. Точно так же есть Value Area High и Value Area Low. Только нужно понимать, что они не совпадают с TPO. Почему? Потому что в TPO Value Area High это по количеству блоков, а Value Area High в профиле объема это по количеству объема. Разные исходные данные берутся, но формула она плюс-минус одинаковая. Мы используем Value Area High и Value Area Low, включаем их. Точно так же это 70% объема данного. Основная вот эта вот зона стоимости это 70% торгового объема. Точка POC есть, это где внутри этой 70% зоны находится тот уровень, где максимальный объем был проторгован. И есть объем, который мы точно так же можем тут настраивать. Объем за зоной стоимости. Мы можем его делать вот таким вот прозрачным, чтобы четко видеть, где заканчивается зона стоимости. И это основные такие настройки. Видимость, вы точно так же это все можете настраивать. И мы с вами молодцы. Почему? Почему мы молодцы? Потому что мы разобрали TPO, мы разобрали, как его настраивать, мы разобрали профиль объема, который идет параллельно с TPO, и мы разобрали точно так же, как настраивать этот профиль объема. Я думаю, что вам придется, скорее всего, несколько раз посмотреть данное видео, но если вы с первого раза все поняли, это значит, что и я хорошо объяснял, и вы тоже молодцы, потому что вы быстро схватываете это все и понимаете. И если у вас остаются какие-то вопросы, обязательно их задавайте, подписывайтесь обязательно на нас в YouTube, в Инстаграме и в Телеграме, потому что везде в этих социальных сетях, в каждой из них у нас есть обучающие материалы. В Инстаграме это посты с обучающим материалом, в Телеграме это точно так же посты и статьи. Плюс у нас есть
колонка новостная на Binance Fit. Мы там ведем и обучающие посты, и анализ выкладываем. Всем спасибо за просмотр, профита вам на рынке и как можно меньше стопов. Удачи!